20 мая 2022 года, на часах 5:28 утра, и мы отправляемся в автопутешествие. Всем привет! Мы во Владимире. Это колесо обозрения называется Небо-33. Его высота составляет 50 метров, и оно входит в десятку самых высоких колес обозрения в России. Проходите. Колесо обозрения Небо-33. Комфортабельные кабинки, кресла мягенькие, новый велюр. Поблизости у колеса обозрения есть парковочная площадка. Мы там припарковали свой автомобиль. Очень удобно, большая, бесплатная. 250 рублей взрослый билет и 150 рублей льготный. Дмитриевский собор, Владимир. Экспозиция, Дмитриевский собор. Уникальный памятник белокаменного зодчества Владимира Суздальской Руси. Построен великим владимирским князем Всеволодом Дмитрием. Большое гнездо. Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Дмитриевский собор сооружен в 1193-1197 годах. Мы прогуливаемся по бульвару, названному в честь Александра Сергеевича Пушкина. В каком городе? Владимире. Конечно, во Владимире. Где же нам еще быть? Мы во Владимире. Успенский собор города Владимир. В храме сохранились фрески Андрея Рублева и Даниила Черного начала 15 века, а также древние росписи 12-13 веков. Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Послужил образцом для Успенского собора Московского Кремля. За нашей спиной находится памятник кому? Равноапостольному князю Владимиру и Федору, святителю Владимирской земли. Памятник Андрею Рублеву. Креститель Руси, равноапостольный князь Владимир с собственной персоной во Владимире. И сейчас мы плавно подходим к первой аптеке в городе Владимир. Работает музей. Вот такой вот аптекарь, старинная аптека.
Золотые ворота в городе Владимир. Золотые ворота 1158-1164. Уникальный белокаменный памятник древнерусского оборонительного зодчества. Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И вот можно даже вовнутрь зайти и пройтись. Внутри золотых ворот. Дотронуться до старины в глубине веков. Также в городе Владимир можно увидеть музей хрусталя и стекла. Вот он находится в таком историческом здании. Есть академический театр драмы города Владимир. Храм великомученика Георгия Победоносца. Вот такой вот храм. Вот таким вот образом перекусывают автодорожные туристы. Прямо в багажнике, все из дома. Боголюбский собор на территории Боголюбского монастыря. Это недалеко от Владимира, примерно несколько километров. Церковь Рождества Богородицы, лестничная башня и переход, построенный из белого камня как часть загородной резиденции владимирского князя Андрея Боголюбского. Башня с переходом – уникальный памятник гражданского зодчества XII века. Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Z точно. Точно Z. Вон. Остановки на кофе на заправку. Мы в Нижнем Новгороде. Ура! Такая вот радуга большая. Нижегородская канатная дорога. Сейчас попробуем проникнуть внутрь и посмотреть, что там внутри. Вот машину оставили здесь и пошли на канаточку. А вот там вот небо, конечно, не может нас радовать. Вообще никак. Чернющее просто, чернющее. Вход по карте. Нажимаем. Отлично. Канатная дорога работает с 2012 года. В среднем ежедневный пассажиропоток составляет 5000 человек. Нижегородская канатная дорога является единственной канатной дорогой в России и Европе с пролетом 861,21 метр. Официальный рекорд России. И вот начинаются вот эти вот 862 метра. Очень, конечно, интересно пролегает маршрут.
А вдалеке видим баржи. Пролетают кабиночки мимо нас. Вот если посмотреть, сейчас прям со свистом проходит. Ну а если с другой стороны посмотреть, арена Нижний Новгород, Нижегородский Кремль, ну и весь центр. Ну а позади меня станция Бор. Как мы и хотели, как мы и планировали, встретить закат солнца над Волгой в кабинке канатной дороги. Очень красиво смотрится, отражается солнце от воды. Прекрасно. Вылезаем с кабинки канатной дороги, приехали на борт. Ну что, мы приехали по канатной дороге, как местные говорят, на борт. Никого нет. Нет никого. Вот мы в городе Бор, вышли с канатной дороги. Посмотрим, что здесь на Бору. Музей военной техники. Ну или военный музей. Экспозиция представлена гаубицей, БТРом, самолет, гаубица, БМП, танк. Вот, это называется рубка подводной лодки. Это БМП. Т-62, вот, обелиск Победы. Там мы видим вечный огонь. Все, кто ковал победу в Великой Отечественной войне. Там находится аллея памяти. Все, что мы знаем про Бор, за исключением того, что здесь изготавливают автомобильные стекла, известные на всю страну, на всех отечественных автомобилях. Теперь они делают для иномарок эти же стекла. Такие очень интересные афиши, такой из советского времени. Площадь без вождя, мирового пролетариата. Арт-11. Арт-11. Номер называется апельсин. Каждый номер имеет свое название. Здесь золотой номер. Вот номер шоколад и свадебный номер. Заходим внутрь сразу. И вот кровати. И апельсин. Рабочее место. Сейф. Телевизор. Раковина. Душевая кабина. Полотенце. Гель для душа. Фен. Меню есть. Вот. Владельная доска, кулеры, кафешка с чайником. Вознесенский Печорский монастырь. Основан в 1328-1330 годах святителем Дионисием Суздальским. Вскоре после основания этот монастырь становится центром культурно-духовной жизни Суздальско-Нижегородского княжества. В XVI веке монастырь достиг своего расцвета. Однако 18 июня 1597 года монастырь был разрушен обвалом горы. Многие посчитали произошедший обвал знамением, предвестием бедствия. Через несколько лет началось смутное время. А это Вознесенский собор на территории монастыря. Прекрасный Вознесенский собор с колокольней. Вот колокольня, Вознесенский собор, монастырь. Ухоженная, замечательная территория. Тихо, спокойно. Очень нравится. Здесь мы видим приусадебные участки монахов. Здесь они выращивают различную плодоовощную продукцию прямо у стен монастыря. Мы гуляем вот по этим дорожкам внутри монастыря, и в принципе никого нет на территории. Мы одни здесь. Очень приятно и комфортно гулять. Покидаем территорию монастыря и продолжаем нашу экскурсию по Нижнему Новгороду. Мы приехали на стадион Арена Нижний Новгород. Позади меня торговый центр «Седьмое небо». Ну а если прокрутить, вот он, красавец, стадион Нижний Новгород. Оставляем машину здесь и пойдем изучать город. А в 5 часов вечера у нас футбол. Нижний Новгород, «Зенит».
Сейчас будем заходить в метро. Станция называется Стрелка. Вот она напротив стадиона прям находится. И у нас будет одна пересадка, мы будем менять линии. Сейчас посмотрим, как это все выглядит изнутри. Странно почему-то, но никого нет. Вообще ни одного человека здесь. Но характерный запах, значит, мы на месте. Станция Стрелка, Нижегородское метро. Зажглись вот эти вот лампочки, значит, наверное, придется сейчас поезд. Метро очень мало людей, вагоны полупустые. Конечная станция, поэтому машинист переходит из первого вагона в последний. Последний вагон становится первым и, соответственно, едет все это в обратном направлении. Какого-то разворотного кольца нет. Двери закрываются. Следующая станция Московская. Уважаемые пассажиры, во время движения просьба держаться за поручни. Здесь уже народу побольше, здесь станция побольше. Станция Московская. Сейчас проезжаем по мосту. На метро, по мосту над рекой. Супер. Вот такое название станции. Идем на одноименную площадь. Выходим из метро. В самом центре Нижнего Новгорода площадь Максима Горького. Очень красивые клумбы высажены с тюльпанами различных цветов. А там дальше идет улица Большая Покровская. Арт-объекты, качели. Хорошо сделали, конечно, площадь. Благоустроили ее. Памятник Максиму Горькому. Город, мы знаем, когда-то назывался именем этого писателя. Памятник Максиму Алексеевичу Горькому в городе Нижний Новгород. такие вот остановочные павильоны. Плавно, не спеша, мы подошли к Большой Покровской улице. Пешеходная улица. Это он, Нижегородский почтальон. Здание Центрального банка в Нижнем Новгороде. Вот такой вот он, Центральный банк на Большой Покровской улице. А вот эта вот стена была построена по той причине, но это легенда, но тем не менее. Люди, которые жили в этом доме, они не хотели снимать белье, которое сушилось у них на окнах. На открытие данного банка приезжал император. И чтобы император не смущал одежду, висящую в окнах, была построена вот эта вот стена, задекорированная часами. А можно, интересно, откусить от этого оливка? Это оливка? Еды нет на этом памятнике еде. А почему же улица, на которой мы сейчас находимся, называется Большая Покровская? На этом месте стояла церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Впервые упомянута в Песцовой книге 1621 года. Интересное название для кафе. Ресторан Брюс Ли. Улица Большая Покровская. Драматический театр имени Горького. Вот такие вот арт-объекты. Мы продолжаем нашу экскурсию стен Нижегородского Кремля. Так вот выглядит Нижегородский Кремль внутри. На территории Нижегородского Кремля представлена экспозиция военной техники. Эта вся техника изготовлена на заводах Нижнего Новгорода, в частности на заводе ГАЗ.
Мы продолжаем экскурсию по территории Нижегородского Кремля. Сильнейший холодный ветер. И выходим на набережную. Здесь вечный огонь. Нижегородская стрелка. Стадион. Нижний Новгород-арена. Река Ока. Река Волга. Очень красиво. Нижегородский Кремль. И по Волге мы видим, дрейфует одинокий белый кораблик. На территории Нижегородского Кремля на колокольне звучит колокольный звон. Вот такие вот ворота в башне Нижегородского Кремля. Ансамбль Нижегородского Кремля – выдающийся памятник русского оборонного зодчества, сооружен в 1500-1512 годах. Восстановлен в 1949-1969 годах. Тротуарная плитка вымощена цифрами 1221. Если посмотреть с любой стороны, на эти цифры будет одинаково. Прогуливаемся у стен Нижегородского Кремля. Такие вот интересные лавочки с символикой. Я уже рассказывал про тротуарную плитку 1221 в любую из сторон. 800 лет был в прошлом году у Нижнего Новгорода. Памятник Валерию Чкалову в Нижнем Новгороде. Подножье. Очередная смотровая площадка. Знаменитая Чкаловская лестница. Сейчас мы по ней спустимся и попробуем посчитать количество ступенек. Всегда было интересно, когда люди считают количество ступенек на Чкаловской лестнице. Вот эти вот площадки, которые балконы, они ходят, считаются как ступенька или не считаются? Считаешь количество ступенек? 560 ступеней. Уже посчитал. Ну и, конечно же, если выбирать пешеходный маршрут по территории Нижегородского Кремля, вообще по Нижнему Новгороду, с обязательным, естественно, посещением Чкаловской лестницы, то лучше это делать в последовательности именно улица Большая Покровская, Нижегородский Кремль и только потом Чкаловская лестница, не наоборот. Потому что если вначале пройтись по набережной, то на Чкаловскую лестницу можно и не подняться. Но если даже сил хватит подняться на эту лестницу, то точно не останется уже сил ни на Нижегородский Кремль, ни на Большую Покровскую, ни на памятник Максиму Алексеевичу Горького. Не останется сил точно. Даже до метро уже будет не доползти. А так, спокойно идем, прогуливаемся. Никого нет. Светит солнце, отличная погода. Тихонечко, спокойненько, легонечко, на расслабончике спускаемся по лесенке Чкаловской в Нижнем Новгороде. Набережная. Сейчас мы попробуем пройти до причала номер 6 и попасть вот на такой вот кораблик туристический. Если у нас получится попасть на этот кораблик, то мы пойдем по водным просторам Нижнего Новгорода. Вот когда делали архитекторы вот это, кто придумал вот эти лестницы? То есть ты спускаешься, не посмотрел, и в клумбу, и бах, и перелом ноги. Крутая очень лестница, огонь. Нижний Новгород. Начало нового. Вот такая вот набережная в Нижнем Новгороде. Благоустроенная, красивая,
Стрелка, река Ака, река Волга. И самое, что нравится погода. Какая вчера непонятная туча висела над Нижним. Сегодня ледяной пронизывающий ветер с утра. Но сейчас погода хороша. Здравствуйте. Москва 59, называется катер. Все-таки мы проникли вовнутрь. И сейчас у нас будет круизное путешествие по водным просторам Нижнего Новгорода. Мы сейчас идем на теплоходе по реке Оке, проходим под мостами. Берега Оки реки в Нижнем Новгороде. Волга в слиянии с Окой, конечно, широка. Видим Нижегородскую футбольную арену. Нижегородская стрелка. Место впадения реки Ока в реку Волга. Мост, внутри которого мы ехали, когда передвигались в метро. Вот этот мост над Окой. Вот такая вот экскурсия у нас прошла сейчас на вот таком вот теплоходе. Организатор водоход. Набережная Нижнего Новгорода. Ходят такие вот круизные лайнеры, в частности Федор Достоевский. С набережной поднялись на мост. Идем по мосту. В сторону стрелки, в сторону стадиона. Переходим реку Оку пешком. Вместе слияния ее с Волгой. Торговый центр «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде. Сейчас попробуем посмотреть, вернее посмотрим, что здесь находится. А вот что мы попробуем местную еду. Ну, взяли KFC, твистер. LC Вайкики. Теперь не надо ехать в Турцию, в этот магазин. Ну вот мы наконец-то подошли к стадиону. Идем на футбол или нет? Идем, идем. Проходим на стадион. Такие вот очереди. Сзади еще больше людей. Б-122. 18 ряд, 13 место. Заходим. И мы уже подходим к стадиону. Вот он проход. И вот оно, долгожданное событие. Добрый субботний день, дорогие друзья! Мы приглашаем вас в Нижний Новгород на матч заключительного тура Тинькофф российской премьер-лиги. Нижний Новгород принимает петербургский «Зенит». И для Нижнего исключительно важный матч сегодня вечером, потому что команда Александра Киржакова до сих пор не гарантировала себе со стопроцентной уверенностью место в элите российского футбола на следующий сезон. Мы на стадионе Нижний Новгород. Номер 22. Никита.
не скрывает он своей радости, как и вся скамейка Нижнего. Все друг друга поздравляют. Нижний остается в российской премьер-лиге. Стадион Нижний Новгород ночью тоже красиво смотрится. Вот такая вот подсветочка. Супер. Спасибо отелю Арт-11 в Нижнем Новгороде. Продолжаем наше движение по Поволжскому региону России. Поехали. Вот там вот Республика Чувашия. Чебоксары. Идет град. Город Чебоксары. Чебоксарская набережная. Благоустроенная набережная. Все очень свежее, новое. И растения только еще приживаются, совсем молоденькие. Камень мудрости. За моей спиной колесо обозрения. Сейчас мы на него проникнем и посмотрим сверху на город Чебоксары. Заходим сейчас в музыкальное колесо. У нас есть карта. Вам тепло включить, форточки не закрываем. Мы в музыкальном колесе. В колесе обозрения Music Wheel. Чебоксарский порт на реке Волга. Там вот стоят круизные теплоходы. Видим надпись «Чебоксары. Жемчужина России» и фонтан. Высота колеса составляет 46 метров, 24 кабинки. Стоимость билетов 300 рублей с человека. Льгот не предусмотрено. Действительно тепло, мягкие сиденья. Но такие уже, конечно, видимо, намного раньше устанавливался, монтировался этот аттракцион, чем во Владимире. Такой маленько подуставший, но все равно очень хорошо. Закрытые кабинки решают. Спасибо. Как правильно прочитать название площади? Чувашский государственный академический драматический театр имени К.В. Иванова. За моей спиной. Бульвар купца Ефремова. Чебоксарский Арбат. Пешеходная улица. На Чебоксарском Арбате мы будем любоваться необычными памятниками. Обязательно для посещения на этой пешеходной улице памятник Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову. Вот он. Прогуливаемся по берегу Чебоксарского залива, который был создан в конце 80-х годов 20 века. До его строительства здесь находился исторический центр города Чебоксары. Здесь были купеческие дома, прекрасная архитектура. Но со строительством Чебоксарской ГЭС все сердце города Чебоксары ушло под воду. А там виднеется монумент матери-покровительницы чувашского народа. 46-метровое творение возвели в 2003 году. Гигантская женщина в национальном чувашском костюме. Выглядит, конечно, потрясающе. Ну а сейчас мы отправляемся к памятнику Чапаеву. Василий Иванович Чапаев на коне. Памятник располагался на ВДНХ в Москве. Потом его перевозили сюда, в Чебоксары. Его распиливали по частям, потому что он был очень большой. И если посмотреть на сапоги Василия Ивановича, приглядеться к ним, то оба сапога на правую ногу пошиты. Музей Василия Ивановича Чапаева. Вот мы проходим сейчас мимо него. Вся конница Василия Ивановича Чапаева. А там он на коне. Впереди всех. Чебоксары – родина легендарного комдива. Узнай Чебоксары, узнай Россию. Вот он, небольшой домик Чапаева. Как тебе, Чебоксары? Отлично. Красивый город. Главное, что есть память. Хранят своих героев. Космонавтов, артистов, поэтов. Я Василий Иванович Чапаев.
Баксарах сейчас попробуем покушать в Бургер Кинге. Посмотрим, что из этого получится и как это выйдет. Свияжск. Остров при впадении Свияги в Волгу. По пути на остров Свияжск нужно преодолеть вот такую вот лестницу. Там вот парковка, вертолетные. Входим в первое место. Город Свияжск основан 24 мая 1551 года. Была собрана за 4 недели из деталей, заготовленных в Угличе и сплавленных сюда по Волге. К середине 16 века Свияжская крепость превосходила по размерам обороняемой территории Кремли Новгорода, Пскова и даже Москвы. Только с третьей попытки со Свияжской крепости Ивану Грозному удалось захватить Казань. Именно Свияжская крепость явилась опорным пунктом для взятия Иваном Грозным Казань. Свияжская крепость не всегда была островом. Островом она стала только в советское время при создании Куйбышевского водохранилища. Непередаваемая широта водных просторов. Огромные территории, заполненные водой. Огромные. Безграничные просторы водной глади. Красота. Очень высокие берега, малюсенькие автобусы внизу, высоченные берега. На острове даже есть свой полицейский участок. Здесь еще и свой законодательный округ, даже почтовое отделение есть свое. То есть такой полноценный жилой поселок. Вот мы видим, здесь кирпич привезли. Будет строительство частного дома. То есть жизнь-то кипит и бурлит. Это не только туристическое место. Заходим в Иоанно-Предтеченский женский монастырь. Я первый раз в деревянном храме нахожусь. Первый раз храм в избе. В женском монастыре крепости Свияжск. Внутри Свияжской крепости. Прогуливаемся по улице Троицкая в честь одноименной церкви. Заходим в Свияжский Успенский мужской монастырь. Пойдемте. Мы на территории Свияжского Успенского мужского монастыря. Белокаменные стены, прекрасное благоустройство на территории. Очень древний, очень красивый. Нравится, как поют птички в этой тишине. Супер. Мы на колокольне. Давайте попробуем, пройдем. Кельи. На территории монастыря колокольня, на колокольне смотровая площадка. Мы, наверное, запустим коптер. А еще чем хорошо автомобильные путешествия самостоятельно? Тем, что нет никого людей, неорганизованная группа, ты не толкаешься, никто тебе не мешает, ходишь, смотришь, наслаждаешься тишиной. Очень круто.
Мы в Казани, заходим в казанский Cash and Carry. В Казани огромный магазин Метро, просто огромный. Терминал самообслуживания. Очень круто, у нас такого нет. Вот он, наш дворец, в самом центре Казани. Заселяемся в отель, едем в лифте. Вот французский балкон у нас и вот такой вот вид. Всем доброе утро. Мы идем на завтрак. Ну что, мы позавтракали. Очень достойный завтрак, шведский стол. Очень вкусно. Вышли прогуляться по самому центру Казани. Улица Баумана. Сейчас посмотрим, что к чему. Геевренский собор. Вот такая вот арка здесь находится. Под колокольней. Прикасаемся к вечности. Вот так вот. Многовековые кирпичи. Магазин мода в Твери на улице Трехсвятской. Если бы это не было в Казани. Прекраснейшая улица Баумана, пешеходная, в Казани. Очень похожа на Трехсвятскую в Твери. Ну а так плюс-минус. В каждом городе все одно и то же. Стоят трактора на пешеходных улицах. Везде делается благоустройство, сажаются растения, разбирается плитка, брусчатка. Самогон, антиалкогольный музей с дегустацией. А это знаменитый нулевой километр. Ну а этот дом тоже Трехсвятская в Твери, магазин Тиранова. Нельзя пройти мимо фигуры знаменитого казанского кота. Нужно обязательно подойти, погладить вот это вот пузико. И, как говорят, все желания, особенно финансовые, должны сбыться. Котяра. Никольский кафедральный собор Казанской епархии. Станция казанского метро Кремлевская. Кстати, во всех городах станции метро можно отыскать по запаху, по свойственному только им аромату. Ну а заканчивается или начинается, кому уж как удобнее, улица Баумана в Казани Казанским Кремлем. Вот сейчас мы туда и попробуем проникнуть. Но все как мы любим. Пошли, пошли, пошли. Заходим внутрь. Прекрасный и замечательный, удивительный и знаменитый Музей-заповедник Казанский Кремль. Вот мы проходим под аркой церкви Святого Николая Чудотворца Ратного и выходим в мечети Кол-Шариф.
Прекрасное, прекрасное сооружение, прекрасное здание. Очень нравится. Не устаю восхищаться тем, что мы одни, совершенно одни на этой экскурсии. Если посмотреть на площадь вокруг мечети, то мы даже если очень захотим, не встретим ни единого человека. Ни одного человека нет. Ни одного человека нет вообще в Кремле. Очень комфортно гулять и наслаждаться прекраснейшими элементами и объектами архитектуры на территории Казанского Кремля. Ну и как всегда, прикоснемся к объекту. Зайдем внутрь здания. Сейчас поднимаемся наверх. Мечеть Кул-Шариф внутри, с балкона. Очень красивая, но сейчас позже она. А это знаменитая падающая башня. Но мы не в Пизе, в Италии, мы в Казани. Благовещенский собор Казанского Кремля. Первый храм, воздвигнутый на территории Казани. Воздвигнут этот собор в 1562 году. Пойдемте. Резиденция президента Республики Татарстан. Вот отсюда видно и православный храм, и мечеть, и семиярусную башню в Тюмбике. Архитектурные фрагменты мавзолеев под стеклом. Ну вот и закончилась наша экскурсия в Кремле. Пойдем дальше путешествовать по Казани, изучать ее. Ну а сейчас мы попробуем попасть к Казанскому Казану. В ЗАГС идем. Прогуливаемся сейчас по Кремлевской набережной. Главный дворец бракосочетаний в Казани. Центр семьи. ЗАГС. Казан. Как его только не называют. Идем на смотровую площадку сейчас в Казани. Подъем на смотровую площадку. Мы на смотровой площадке на самом верху Казана, на самом верху центра семьи в Казани. Отсюда сверху открываются прекрасные виды на Казанский Кремль, на Татнефть-арену, парк Ривьера с колесом обозрения. Все это очень хорошо, отчетливо видно с этой смотровой площадки. Под смотровой площадкой, но тоже наверху, находится коридор. Смотровые бинокуляры. Вот можно посмотреть. Стоимость 100 рублей. Но в принципе все видно и так. Как говорится, невооруженным глазом. Центр Казани в середине Казана. Корма продают для птиц. Аппарат по продаже кормов. Татнефть-арена. Ледовый стадион. Официальный фирменный магазин Акбарс. Мы выходим с Татнефть-арены, ищем метро. Станция метро будет называться Козья Слобода. И едем к другим достопримечательностям города Казани уже
на метрополитене. Ну, до метро 1,5 километра плюс. Князь Петр и княгиня Феврония. Сквер, Стамбул. Ресторан татарской кухни. Сейчас попробуем зайти и попробовать. Чечевичный суп, пюре. Пробуем. Чечевичный суп, огонь. Перемяч называется. Пробуем. Как беляш. Перемяч называется как беляш. Горячий винегрет с куриной тефтелей в сливочном соусе. Нежная. Да. Овощная хунума. Казанское метро. Заходим внутрь. Be careful. The doors are closing. The next station is Dukai Square. The next station is Суконная Слобода. Уважаемые пассажиры, Ветрище. Ветер дует вообще. Двигаемся сейчас в сторону Казанского театра кукол. Очень интересная детская площадка возле театра кукол. Смотрите, Макдональдс, картошка фри. Там лежит пакетик с картошкой фри. Прикольно сделано. Экият. Изумрудный город в Казани. Мы заходим в Туган-Авалым, в родную деревню. Национальный комплекс Туган-Авалым. Аутентичная татарская деревня. Экспонат, который нас встречает в деревне, это эчпачмак желаний. Нужно загадать желание и дотронуться до пирожка. Какой же Татарстан без пчел, без ульев и, конечно же, без меда? Ульи есть, пчелы и мед будут. Мишкин дом с игрушками мишек, знаменитости, чердак чудес, музей в шкафу и берлога. Аутентичные домики, даже скворечники в этой деревне и те аутентичные. Если бы я не знал, что я в Татарстане нахожусь, в Казани, я бы подумал, что это какой-то китайский парк. Тоже скульптуры, камень, вода, мостики. Тихая, спокойная музыка. Колодец энергии. В этом колодце таятся глубинные силы природы. Каждый, кто покрутит ручку колодца, обретет ясность сознания, а душа наполнится неиссякаемой энергией. Аул Батыр. Мечеть. Ну а за моей спиной знаменитый казанский баскет-холл, где играет Уникс. В одной из подворотен нашли граффити «Зенит Казань», волейбольный клуб. В центре Казани, а это озеро называется Кабан.
каскад растений, очищающих воду из озера. Вот можно посмотреть, как это выглядит. В их состав входят рогоз ускалистый, дербенник изолистный, камыш озерный. Будем добывать воду. Вон водичка потекла там. Вон она течет. Пойдем дамбу откроем. Оп. Крутится и генерирует электричество. Вот таким вот образом должно это все работать. Это технология ГЭС. Гидроэлектростанции. А это театр имени Камала. Ну и как вишенка на торте пошел дождь. Мало того, что холодный ветер, еще и пошел дождь в Казани. Прекрасно. Обожаю такую погоду в отпуске. Напротив отеля Бельяр Палас располагается парк Тысячелетия. В 2005 году Казань праздновала свое тысячелетие. И именно к этому событию приурочено открытие данного парка. До этого на этом месте располагались различные старые дома, постройки, злачные заведения. Все это было снесено и был раскинут вот этот замечательный парк. А это памятник древнему средневековому поэту Кул-Гали. А в центре парка находится фонтан. Фонтан в виде казана, на спине у дракона. И по кругу мы также видим тоже драконов, из пасти которых потоками вылетают струи воды. Попробуем омлетик. Ну а теперь еще тефтелечку говяжью. Всем привет! Мы въезжаем в Ульяновскую область. Все замечательно пока. Прикольно, выехали из Ульяновской области. Смотрим на часы, не поймем. На панели приборов 10:55, а на смартфонах 11:55. Въехали в другой часовой пояс мы. Тук-тук-тук. К вам можно? Наконец-то доехали до Сызрани. В Сызрани уже вовсю сирень цветет, а у нас только почки. Добро пожаловать в Саратовскую область. Жигулевские горы, Жигули и река Волга. Саратовская область. Ну а там где-то Самара мы проехали. Саратовский академический театр оперы и балета. Ну что, пошли в театр? Сейчас погаснет свет и все начнется. В это время снимать ничего нельзя. На сцене будет действие, мы будем его смотреть, а пока мы по программе изучаем, что же будет на сцене.
Вот, осилили 2 акта. Неплохо, даже, я бы сказал, хорошо. Обязательно, конечно же, нужно повстречаться с городовым в Саратове. Послевоенное детство на берегу реки Волги в Саратове. Свято-Троицкий собор Саратова, а это музей краеведения. Памятник Юрию Алексеевичу Гагарину. За моей спиной знаменитый Саратовский мост через Волгу, соединяющий город Саратов с городом Энгельс. Мост открыт 11 июля 1965 года. Его длина составляет почти 3 километра. Ширина моста 16 метров. Можно бесконечно много смотреть и наслаждаться видом речной глади реки Волги в Саратове. Самая большая ширина реки Волги достигается в месте слияния Волги с рекой Камой, в местечке под названием Камское устье. Это в Куйбышевском водохранилище. Ширина Волги там достигает 40 километров. Здание Саратовского речного вокзала. Сейчас мы дойдем до 11-го причала и плавно перейдем в набережную Космонавтов. Так, мы продолжаем движение по набережной Космонавтов в Саратове. Вот такая вот набережная, немноголюдная. Свое название набережная Космонавтов в Саратове получила в 1962 году в честь приземления недалеко от Саратова Юрия Алексеевича Гагарина. В конце набережной Космонавтов Саратовская ротонда. Вот она, колонны с видом на Волгу и прекраснейший длиннющий Саратовский мост. Ну как вам сейчас будет подъемчик от набережной Саратова к пешеходной улице Саратова? Парадная изнанка, изнанка парадный, непарадный центр, центр непарадный. И это самый центр Саратова, самый. Отсюда начинается пешеходная часть нашей программы по изучению Саратова. Но, к сожалению, с 23 мая по 5 июня сад Липки закрыт. Вот так вот. Приехали посмотреть город. Ну что, будем его обходить. И это самый туристический центр города Саратов. Такой саратовский колорит. Отремонтировано здание Макдональдса, отреставрированный трамвай. И позади них научная какая-то архитектура непонятная. Пешеходная улица Волжская. Отремонтировано, неплохое покрытие. Архиерейское подворье. Утоли мои печали. Памятник Николаю Гавриловичу Чернышевскому. Здание консерватории Собинова. Проспект имени Петра Столыпина, Саратовский Арбат, пешеходная улица. Еще совсем недавно, до апреля 2022 года, эта пешеходная улица, этот проспект носили имя проспект Кирова. Но в честь 160-летия Петра Столыпина, губернатора Саратовской губернии, знаменитого здесь человека, да не только здесь, знаменитого на всю Россию, было принято решение переименовать главную пешеходную улицу Саратова в проспект Петра Столыпина. Пешеходная улица, самый центр. Разрушенный дом, обваливающийся фасад, граффити.
прекрасный запах сирени. Скульптурная композиция огней, так много золотых на улицах Саратова. Здание Саратовского цирка. Здание крытого рынка. Крытый рынок. Мы на крытом рынке в Саратове. Саратовский академический театр юного зрителя. В 2015 году здание отреставрировано, построено в конце 19 века. Вот теперь вот так вот оно выглядит. Саратовский академический театр оперы и балета на реконструкции. Как раз вот в нем мы вчера были, на опере «Князь Игорь», а должны были побывать вот здесь. Дворец творчества детей и молодежи. Очень красивое здание с барельефами наверху. Там пионер делает селфи, если приглядеться. Олег Табаков занимался в этой театральной студии в этом дворце пионеров. Мы находимся в сквере Олега Табакова. Горит вечный огонь. Борцам социалистической революции. Мы побывали на закрытом, крытом рынке, а это рынок открытый. Сооружен в знаменование столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина в 1970 году. Художественный музей, а за ним и сад имени Радищева. Сад основан в 1896 году. Это памятник Столыпину, великому деятелю политическому Российской империи. Писатель Константин Федин в Саратове. Ну а в этом доме жил Юрий Иванович Минякин, архитектор скульптурной композиции «Журавли», к которой сейчас мы и направляемся. Мы сейчас двигаемся к монументу. Вот такая вот высокая лестница. Сейчас посмотрим, что там наверху. У подножья монумента «Журавли» весь Саратов как на ладони. Вот такой вот он, монумент «Журавли» за моей спиной. Действительно, весь Саратов как на ладони. И Волга, и мост, и город Энгельс, который находится на другой стороне реки Волга, напротив Саратова. Наконец-то въезжаем в Волгоградскую область. Ну вот и Камышин проехали. Едем дальше. Красивая дорога. Мы в Волгограде, гостиница Well House. Приехали на центральный рынок Волгоград. Посмотрим, что есть внутри. Мы в Волгограде на мемориальном комплексе Мамаев курган.
Ну а теперь самое сложное. Мы поднимаемся к монументу Родина-Мать. Вот такой вот высоченной лестнице. Люди ли шли в атаку? Смертны ли они? Вот она какая Родина-Мать. Навсегда наш народ сохранит память о величайшем в истории сражении у стен Сталинграда. Заходим внутрь пантеона. Здесь тоже лестница. Потрясающий барельеф на территории Мамаева кургана. Родина-Мать. Очень близко. Очень впечатляюще. Что мы поднимаемся еще выше. Все выше и выше и выше. К подножью. Родина-Мать. Вот включается подсветочка на наших глазах как раз. Грандиознейшее, впечатляющее своими масштабами сооружение. Я еще такого не видел никогда нигде. Прикоснемся к истории. С Мамаева кургана открывается прекрасный вид на Волгоград-арену. Вот она тоже переливается всеми цветами. Цветами российского флага, триколора. Да, конечно, с подсветкой все это смотрится еще более грандиозно. Аж дух захватывает. Я ожидал, что будет нечто подобное по эмоциям. Но это надо увидеть, нужно приехать в Волгоград и посетить это место. Очень круто. Очень. Очень красиво отражается Родина-Мать в воде. Сегодня второй день нашего пребывания в городе Волгоград, и мы отправляемся в пешее путешествие. Машина остается на парковке, максимально пешком. Герб города-героя Волгограда. Наше пешее путешествие пролегает по максимально нетуристическим маршрутам. Вокзал Волгограда. А это знаменитый на весь мир фонтан Детский хоровод. А вот там вот поодаль собор Александра Невского. Куда мы двигаемся? Собор Александра Невского в Волгограде. Зайдем, посмотрим, что там внутри. Собор Александра Невского и Александровский сад. А далее от собора Александра Невского, перейдя через улицу Мира, мы увидим нулевой километр и стелу защитникам Красного Царицына. Здание с колоннами, новый экспериментальный театр. Гостиница «Интурист» находится в здании универмага. 31 января 1943 года в подвале именно этого здания полковником Бурмашовым был взят в плен вместе со своим штабом генерал-фельдмаршал Паулюс, командующий немецкой группировкой войск под Сталинградом. Ну а мы двигаемся дальше по направлению к Волге. Аллея героев. Волгоградцы, герои Советского Союза и кавалеры орденов славы 3 степеней. Герои Советского Союза, удостоенные звания за подвиги в Сталинградской битве. Фонтан называется «Искусство», а далее располагается центральная лестница набережной Волгограда. От фонтана искусства мы двигаемся в сторону реки Волга по центральной лестнице набережной Волгограда. Ансамбль набережной реки Волги. 1952 год. Вертолетная площадка, центральная лестница, паруса, речной порт и набережная. Несколько ярусов, есть еще нижний ярус, причалы, широченная река Волга. Ротонда на набережной Волгограда. Муниципальный музыкальный театр.
Первая царицынская водокачка, 1890 год. Сейчас здесь располагается департамент ЖКХ. Памятник мирному населению, погибшему в дни Сталинградской битвы. Если Саратов — это песня про сирень, то Волгоград однозначно песня про акации. И, конечно, аромат. Бесподобный аромат. Аромат бесподобный. Василий Иванович Чуйков в Волгограде. Ну, а здесь начинался передний край обороны 13-й гвардейской стрелковой дивизии Родимцева. Вы только посмотрите, какая красота. Широченная Волга. Бесконечные просторы, песчаные острова. Как мы все-таки соскучились по хорошей погоде и по солнцу. И Волгоград нам все это предоставляет. На улице 25 градусов тепла. Мы вышли к панораме обороны Сталинграда. Мы видим самолет Су-2, Волгоградский мост. Здесь же находится выход на набережную. Ну и здание панорамы. Сейчас попробуем проникнуть внутрь и посмотреть, что там внутри. Как мы любим. Взяли аудиогид, дополнительно стоит 200 рублей, 1000 рублей залог. Без аудиогида делать нечего. Рукопись Паулюса. Гильза выстрела орудия Тор. Приказ. Ни шагу назад. Вот так вот выглядел командный пункт. Пойдем внутрь. Экспозиция 4-го зала рассказывает об уличных боях в Сталинграде. Василий Зайцев. Интерактивная карта Сталинградской битвы. Вот здание универмага, центрального универмага, у которого мы были. Экспозиция 5-го зала посвящена самоотверженной работе тружеников тыла. Экспонаты 6-го зала рассказывают об организации и осуществлении операции контрнаступления советских войск под Сталинградом. Контрнаступление 19 ноября 1942 года. Советским военачальникам под руководством
проводились боевые операции Сталинградской битвы. Экспозиция 8-го зала раскрывает всемирно-историческое значение Сталинградской битвы. 31 января 1943 года именно за этим столом проходил первый допрос Паулюса. Сейчас мы поднимемся на панораму, посмотрим панораму Сталинградской битвы. Перед зрителем предстает сражение 26 января 1943 года. Видны знакомые силуэты города. Мельница, дом Павлова, площадь 9 января, водонапорная башня вокзала Сталинград-1, элеватор, заводы Красный Октябрь, Лазурь, Чермет. Высота полотна 16 метров, длина по окружности 120 метров, глубина предметного плана 13 метров, общая площадь 3000 квадратных метров. А здесь телеканал «Россия» снимает художественный документальный фильм к 80-летию. Поэтому проход вот в данную конкретную экспозицию музея закрыт. Обед в музее Сталинградской битвы. Борщ, греча и тефтели. Стоимость обеда 250 рублей. Тефтели с гречей. Неплохо. После обеда мы продолжаем движение по музею Сталинграда. Военный поезд медицинский. Разрушенное во время Сталинградской битвы здание мельницы, полуторка. Совсем недавно построенный аналог, реплика фонтана детский хоровод. 6 мая 1965 года городу-герою Волгограду была вручена золотая звезда и орден имени Ленина. Отстоим тебя, родной Сталинград. Стена разрушенного дома во время Сталинградской битвы. Эксклюзивный контент. Мы находимся во дворе тому самого знаменитого дома Павлова. Это жилой дом сегодня. Дом Павлова, подъезд номер 1, квартира. Здесь живут люди. Дворик, есть детская площадка. А сейчас рубрика «Нетуристические маршруты Волгограда». К мемориалу дому Павлова ведет колоннада. Что происходит с другой стороны от колоннады, вы видите сами. Вот и она, знаменитая стена дома Павлова. 58 дней держалась оборона этого дома. За домом Павлова располагается памятник вождю мирового пролетариата. В Волгограде обязательно одеваем маски. Единственный город в стране, по-моему, который не отменил еще область. Здание 1958 года постройки гидрометеорологического колледжа. Уже закрыто, хотя объект культурного наследия регионального значения. Теперь в метро Волгограда испробуем. Вот сейчас заходим в метро на площади Ленина. Называется метро «Скоростной трамвай» здесь. Вот такое вот трамвайное метро.
под землей, а вылезли уже снаружи. Вот такой вот волгоградский трамвай метро. Что же будет за моей спиной сейчас? Мамаев курган. Вчера. Или Мамаев курган в темное время. Ну а сегодня днем я предлагаю посмотреть на родину мать с высоты птичьего полета. Давайте запустим коптер. Полетели. Завораживающее зрелище, конечно, на коптере. Супер. С остановки Мамаев курган мы поедем в сторону отеля на троллейбусе. Маршрут троллейбуса 10А. Нужно проехать 15 остановок. Вот расписание. Через 2 минуты троллейбус должен подойти. Заходим в троллейбус. Двери закрываются. Следующая остановка. Вот такие дела. Ездим на троллейбусе в Волгограде. Воронежская область. Наконец-то долгожданная Тамбовская область. Долго мы до нее ехали. Вот она. Тамбовская область. Вот такое вот небо нас встречает. Тамбовская область встречает нас проливным дождем. Спасибо называется. СПА. Мы в Тамбове, заселились в отель, припарковали машину и идем пешком изучать Тамбов. Памятник учителю в Тамбове. Продолжаем нашу прогулку по улочкам Тамбова. Того и гляди, ливанет. То снег, то солнце, то дождь, то солнце. Непонятная погода, сильнейший ветер. Вознесенский собор в Тамбове. Прекрасный Вознесенский собор. Церковь Иоанна Кронштадтского. Вознесенский монастырь. Ручей Студенец. Ну такой себе. Святитель Петерим, епископ Тамбовский, чудотворец, 1644-1697 годы жизни. Спасо-Преображенский собор. Такая вот колокольня высоченная. Сам собор. Заходим на территорию Спасо-Преображенского собора в Тамбове. Прикасаемся к истории. Сейчас попробуем найти памятник Николаю II. На территории здесь вот такая еловая аллея, емкости со святой водой. И в каждом таком чане по 4 крана. Мы и нашли бюст Николаю II. Это часовня епископа Тамбова Петерима. К часовне ведет вот такой вот мостик. Также у часовни есть вот такой балкончик, по которому можно прогуляться вокруг этой часовни. Вот так вот часовня выглядит внутри. Чудотворец Петерим Тамбовский.
перестаю наслаждаться и отмечать то, что индивидуальные экскурсии на автомобильном транспорте – это топчик. Потому что нет ни людей, ни групп, сам по себе. Все локации пустые, туристические места свободные. Никого нет. Раздолье, прелесть и красота. Прогуливаемся по городскому парку. Положен городской парк рядом с кафедральным собором. Конечно, непередаваемые ароматы сирени. Розовая, сиреневая, белая. Целые рощи сирени в городском парке. Начался дождь в Тамбове. Ливень, все заволокло. Торговый центр Рио в Тамбове. Пока на улице сильнейший дождь, решили зависнуть в Рио. Сильнейший дождь в Тамбове с ураганным ветром. Теперь вышло солнышко и очень приятно погулять по пустым, но чистым от дождя тамбовским улочкам. После дождя сквер имени Гаврила Романовича Державина. Краеведческий музей. Политехнический техникум, сквер Петрова. Сейчас найдем его бюст. Петрову Василию Степановичу, дважды герою Советского Союза. Ну, а здесь напротив фонтана, чтобы покрутить камеру, прекрасная аллея тюльпанов высажена. Карта Тамбова. Основные туристические достопримечательности. Улица Коммунальная, пешеходная, Тамбовский Арбат. Сейчас пройдем по ней и посмотрим, что здесь к чему. Памятник тамбовской казначейши. Зайдем в магазин Аленка, проверим местные сладости на вкус. Библиотека имени Пушкина в Тамбове. Центральная площадь Тамбова. Как всегда, памятник вождю. Перед зданием администрации Тамбовской области расположен поющий фонтан. Кстати, целый день тарабанит фонтан. Какая тут уж работа. Бесподобно красивая колокольня с часами, духовная семинария и с синими куполами Казанский собор. Заходим на территорию Казанского монастыря. Красивейшее здание духовной семинарии. Но вот мы плавно подходим к памятнику Зои Космодемьянской на одноименной площади в Тамбове. Вот такой вот памятник, вот такая вот Зоя Космодемьянская. Ну а сейчас мы вдоль стен Казанского мужского монастыря в Тамбове направляемся к каналу реки Цны, к Тамбовскому мужику. Красивый парк, красивая набережная сделана. Мост влюбленных. У моста влюбленных в Тамбове сделаны вот такие специальные вешалки. Вешалки под замки. С моста влюбленных открывается вид на памятник Петру и Февронии. Ни один город у нас не обходится без мороженого. Вкусное тамбовское мороженое? Из 6 городов второе мороженое. Вкусное. Одно было в Волгограде, второе здесь. И вот так вот по набережной реки Цны через сквер мы плавно подходим к тамбовскому мужику. Вот он, такой мужик стоит, пахарь, работяга. Продолжаем наше путешествие по городу Тамбову.
Сейчас спускаемся по лестнице на набережную канала реки Цны. Посмотрим, что здесь да как. Семья ежей называется. Тамбов, центр меда в России, всем известно. И здесь вот на набережной канала реки Цны сделан вот такой вот арт-объект. Пчела с бочонками меда. Мешок с едой, рюкзак, сумка, чемодан, портфель и еще 2 сумки. Рязань встречает нас очень сильным дождем. Все обложено темными облаками. Как дорожка? Ну вот мы и в Рязани, на территории Кремлевского парка. Всехсвятская часовня в Рязани, на территории Кремлевского парка. Мы сейчас идем в сторону музея-заповедника Рязанский Кремль. Начинается маршрут с Глебовского моста. Заходим на Глебовский мост. 18 век. В 1521 году на месте вот этой колокольни была Глебовская башня, с которой отражали атаки пушками татаро-монгольское нашествие. Успенский собор. Сейчас давайте, как мы любим, прикоснемся к истории, прикоснемся к вечности, теперь уже стенам Рязанского Кремля. Вот такой вот он, Рязанский Кремль, его стены, Спасо-Преображенский мужской монастырь. Теперь мы сюда попробуем, как обычно, проникнуть внутрь и посмотреть, что там внутри. Такие вот своды, группы. Богоявленский храм Спасо-Преображенского мужского монастыря. Это Преображенский собор. Заходим внутрь. Дворец Олега, архиерейский дом. Певческий корпус. Постройки 17 века. Гостиница Черни. Мы сейчас находимся здесь. Перед нами дворец Олега. Мы побывали уже здесь. Побывали здесь. Внутри мы побывали только что здесь. Рязанский Кремль проверен полностью. Обелиск воинам-рязанцам 1812 года. Мы двигаемся в сторону памятника великому русскому поэту, писателю Сергею Александровичу Есенину. И сейчас от памятника Сергею Есенину из Рязани мы отправляемся прямиком на его родину, в село Константиново под Рязанью. Поехали! Мы в селе Константиново, в доме музея Сергея Александровича Есенина. Сергея Есенина. Вот она, схема размещения основных объектов на территории. Сейчас по селу Константиново прогуляемся, посмотрим, что здесь к чему. Попробуем сейчас проникнуть на берег Оки. Посмотрим. Вход в дом-музей платный. Сейчас пойдем найдем, где купить билет. Платив 50 рублей, мы проникли на территорию музейного комплекса. Заблудиться невозможно. Везде указатели. Вот, например, слева каретный двор, а вот прямо литературный музей. Ну и, как всегда, гуляем практически одни. Прекраснейший вид на Оку. Видим, стоит теплоход. Излучина реки. Так вот, поворот делает река. И назад, сюда. Очень красиво.
Конечно, в таких местах можно творить. Можно и нужно творить. Обалденно. Просто обалденно. Да, очень красиво. В таких местах, конечно, можно писать шедевры русской и мировой литературы. Шедевры русской и мировой поэзии. Во время нахождения в Нижнем Новгороде как раз мы ходили на теплоходе по реке Оке, под этими мостами, видели стрелку, как вот эта маленькая речушечка превращается в полноводную бурлящую реку. На ее вхождении в Волгу были на этой стрелке, видели все. И, конечно, весь дом-усадьба, вся эта территория усыпана яблонями. Яблони цветут. Сумасшедший аромат. Ну вот мы и подошли к сельскому храму. Сейчас мы, наверное, прикоснемся к истории, как мы это любим делать. А давайте прямо сейчас. И касание. Бух! Прикоснулись к истории. Церковь иконы Божией Матери Казанская в селе Константиново. Все, зайдем внутрь. Ну, виды, конечно, потрясающие. В очередной раз я просто в восторге. Не описать. Вот она, русская природа. Речка, березки, яблоньки. Красотища. Красотища. Ну а закончить это путешествие я хочу словами классика. Путешествуйте. Это того стоит. Темнело, как в фильме ужасов. Все.